Теперь по поводу построения команды. Ленсиони, и мне очень понравились его заметки, его книжки по поводу построения команды. Он обозначил некоторые методы, по которым команда строится очень легко. То есть какие-то определенные качества людей, с которыми команде проще работать и достигается лучше результатов. Именно первое — это скромность. Мы даже сделали у себя как-то анализ и посмотрели люди, у которых самые лучшие результаты. И как ни парадоксально, они скромны. Я, конечно, к ним не отношусь по поводу скромности, но стараюсь, где это можно. И скромные люди, как правило, работают очень лучше, намного лучше. Конечно, не для всех профессий это характерно, например, какой-нибудь там пиарщик или, например, маркетолог, они могут быть нескромные. Но именно тут скромность внутри команды и относительно своих результатов. То есть он как бы человек скромный, и почему-то так природа сознала, что со скромными людьми лучше работать. Село 10 человек решать проблему, и вот если они все скромные, они решат проблему быстрее. Не то чтобы они забитые и не боятся сказать, нет, они именно скромные, то есть они не претендуют, что их идея самая хорошая, они не пробивают ее как сумасшедшие, они просто, ой, у меня есть вот слабенькая идея, вот смотрите, какая классная, и вся команда, вау, крутая идея. И это как бы вот скромность, на самом деле, одна из важнейших черт. Дальше желание делать больше, чем от тебя попросили. Вот какой-то есть внутренний кайф. Вот знаете, вот маленький ребенок, вот ему дали сходить, вот мама дала ему, не знаю, 20 копеек сходить купить молоко. И вот он пошел и вот, например, купил молоко за 18 копеек. Вот он или сбегал быстрее, или сходил на магазин раньше, и вот, или купил лучше молоко. Вот у него желание вот сделать что-то лучше. И вот каждый вот маленький ребенок, вот что-то ему надо делать, он хочет сделать это лучше. И вот это вот желание должно быть у каждого такой вот, знаете, такого вот пакостного ребенка, который хочет сделать лучше. Вот у него такой небольшая мания перфекционизма. И мало того, что когда делает лучше, человек хочет и вокруг все привести в порядок, потому что это мой код, это мой дизайн, это база моих клиентов, это мой офис. Как бы человек садится, ему хочется вокруг иметь порядок. И, кстати, есть даже такая, что чем сильнее человек, тем больше порядка вокруг него. И как бы есть слабые люди, они делают порядок только там где-то, в маленьком кусочке, а сильные люди сделали порядок и сделали порядок во всем мире. Ну, хороший пример, например, Google. Сделали, не знаю, упорядочили, не знаю, информацию у себя и во всем мире. Как-то. Или Википедия. Ребята сделали порядок не только у себя, но и во всем мире. Или, по крайней мере, сильно этому поспособствовали. То есть, когда мы очень уважаем людей, очень их поддерживаем всеми способами, когда они находят ошибку и исправляют не только ее, но все, что вокруг нее связано. Потом есть классное такое свойство, это желание помочь другим людям, понять их проблемы и помочь им. То есть вот почему-то так создано, когда вот к некоторым людям подходишь с проблемой, они как-то так, у них даже не возникает вопрос, а нужно ли помогать, а чего это я должен ему помогать, в моей ли, то есть просто подходишь, вот, друг, помоги, и вот он как-то, даже если это не его сфера, он просто, ну так вот, и вот как-то такие люди, они во всех командах лучше встраиваются, и прям классно с ними работать. Ленсиони об этом написал, и мы на своем опыте заметили, что прям гораздо проще. Потом дальше в нашей команде у всех есть ответственность, но нету должности. Должность означает, что у меня 1, 2, 3 ответственности. А сейчас у нас ответственности мы можем менять со всеми. То есть у нас одна ответственность, например, один человек может иметь 15 ответственностей, а завтра 18, а потом опять 2. И должность у него может оставаться такая же самая. То есть если в другой компании там есть директор, и у него есть базовые функции, то у нас может быть директор, не быть директора, и должность его поделено на многих. Кстати, у нас как-то так было, что директор ушел в декрет, и нужно было нового. И мы не смогли найти нового. И просто поделили его должности на 3. И все. И, кстати, у нас даже в компании должности такой нет, директора, если что. И у нас очень такая тоже классная вещь, классная ценность, это мы стараемся делать всю работу человека, пока он в отпуске. Для чего это нужно? Наверное, доказать самим себе, что человек, который в отпуске, должен отдыхать. И нам самим офигенный кайф от того, что мы можем сделать его работу. Может быть, что-то он не заметил. И это очень здорово для человека, чтобы кто-то посмотрел на его работу другими глазами. А нам небольшой такой нагрузка, что как бы, чтобы команда могла эту нагрузку понести. И это прям
такой какой-то кайф. Вот ушел человек в отпуск, пришел, а ему работы не набавилось. Ну согласитесь, это мега классно. Вот очень к этому вот, пока было 5 человек в офисе, пока было 10, пока было 15, мы это старались. Сейчас это сложно удерживать, но очень стараемся. Это прям мега классно.